будем говорить чуть позднее. Друзья, смотрим следующий слайд, и здесь мы будем разбираться, что же все-таки произошло в муниципалитете, городе Лимассол. Также хочу вам напомнить, что недвижимость на солнечном острове Кипр делится на классы. И сейчас мы говорим о классе А и Б. То есть давайте договоримся с вами. Класс А и Б я буду называть новое жилье. Почему новое жилье? И почему А и Б? Это, в общем-то, не я придумал, это здания, сооружения, которые построенные из новых энергосберегающих, энергоэффективно сберегающих тепло материалов. Так как на Кипре зимой, ну, я бы не сказал, что холодно, для меня даже очень тепло, но все равно прохладно, отопления нет, то, конечно же, как заявляют компании-застройщики, энергоэффективные материалы позволяют сохранять тепло зимой и прохладу летом. Поэтому они и стоят немного, ну не немного, а сейчас мы разберемся, намного или немного дороже. Новое жилье стоит дороже, и с учетом того, что это апартаменты, в общем-то, размерами там однокомнатная может стартовать с 70 квадратных метров, то есть значительно больше, чем жилье класса C, D, E, F. Я его буду называть в данном видео старое жилье. Итак, начинаем с карты. Апартаменты новое жилье класс А и Б за месяц, говорим о колебательных процессах, выросли на 0,13%. Средняя стоимость апартаментов квадратный метр 3779 евро. Также давайте посмотрим апартаменты, которые класс C, D, E, F, малоэнергоэффективные, или я буду в дальнейшем называть это старое жилье, подорожали за месяц на 0,13%. Средняя стоимость это 3677 евро за квадратный метр. Ну, можете сравнить, да, вот эти две цифры. Средняя стоимость в евро старое жилье и новое жилье отличается, ну, как минимум в 100 евро. Это как минимум, да, и при этом, что новое жилье больше метражом, то в соответствии целая квартира стоит гораздо больше, чем старое жилье. Дальше, друзья, вот здесь перед вами такая экселевская табличка. Здесь все локации или ценовые зоны, которые входят в город, муниципалитет Лимассол, перечислены. Можете их прочитать, я их читать не буду, потому что это длительная будет история. Период сравнения октябрь с ноябрем. И мы, друзья, видим, что вот здесь внизу красная черта. Мы видим, что в среднем по городу, муниципалитету Лимассол средняя стоимость квадратного метра в ноябре 2025 года достигла 3779 евро за квадратный метр, что также показало динамику роста плюс 0,13%. Друзья, ну, кто меня смотрит давно, ну, в основном меня смотрят, наверное, люди, которые интересуются тем, что происходит на Украине. Вы, наверное, знаете, что я как бы не люблю просто говорить о чем-то, не подтверждая это статистическими данными. Так вот, я могу с уверенностью сказать, что подобный контент с подобной декомпозицией города, муниципалитета по исторически сложившимся ценовым зонам, в которых компактно проживают греки, киприоты, вы не найдете ни на одном канале. То есть это действительно достаточно подробное описание ситуации на рынке жилой недвижимости, в данном случае класса А и Б. Итак, друзья, мы увидели, что за месяц стоимость квадратного метра нового жилья выросла. Давайте посмотрим с вами, а что же произошло с этим жильем на протяжении одного года. То есть мы будем говорить о тенденциях. И перед вами график рисунок, период сравнения, конечно же, ноябрь 2024 года, это 3715 евро за квадратный метр.
Напомню вам, что это новое жилье. И в ноябре 2025 года это уже 3779 евро за квадратный метр. Вы, если обратите внимание на красную строку, можете посмотреть, что за год недвижимость в городе, можно в муниципалитете Лимассол, подорожала на 1,72%. Друзья, это немного, и я расскажу, почему это немного, когда будем подводить итоги. То есть инфляция на сегодняшний день превышает рост стоимости в городе Лимассол. Это новое жилье. Это за собой тянет что, друзья? Интерес инвестиционный к новому жилью. Если инфляция превышает рост стоимости жилья, то тут о инвестициях так себе можно говорить. Не, ну риэлторы это вам расскажут. Я хорошо знаю, кстати, и те, которые делают публикации по острову Кипр, тут расскажут, что ниже 1 миллиона квартиры не продаются. Ну, так бывает, друзья. Кто, как сказать, на что учился, может, они обслуживают исключительно эти товарищи миллионеров и миллиардеров, да. Ну, вот есть такие люди, которые исключительно работают с данной категорией покупателей. Но это интересно. Итак, друзья, ну извините, да, я с сарказмом, конечно же, это все говорил. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем говорить о старом жилье соответствующего класса, также город, муниципалитет Лимассол. Ну, будем говорить только вот давайте здесь уже красный вот этот шрифт. 3677 евро, как я уже говорил, и также рост незначительный на 0,13%. Это колебательные процессы длиной в 1 месяц. Переходя к тому, что произошло со старым жильем соответствующего класса, мы увидим, что за год данное жилье, период сравнения ноябрь 2024 год, это 3615 евро, и ноябрь 2025 год 3677 евро. Мы видим, что вот если красная черта вот здесь, да, подытоживающие данные, что старое жилье подорожало на 1,71% за год. То есть это тоже, друзья, немного, но все-таки положительная динамика.